Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами на Третьем транспортном кольце на Сущевском валу, с противоположной стороны Московский молодежный центр или Планета КВН, откуда выходят известные вам передачи. Но мы сегодня с вами сделаем небольшую зарисовочку парка, который расположен за стеклянным забором, вокруг которого проходят работы по благоустройству пешеходной территории, устанавливаются новые бордюры, обновляется дорожка, и в скором времени здесь будет гораздо лучше, чем вы видите сейчас. Но мы с вами пройдем вдоль территории парка и выйдем к одному из центральных входов. Вы его сейчас как раз видите, и сверху название данного парка — парк фестивальный. В глубину и историю глубокую этого места уходить не буду, скажу лишь, что в 1936 году был основан данный парк. Его территория всего лишь практически 13 гектар, он небольшой, и с физкультурно-оздоровительными задачами и с целью военно-патриотического воспитания молодежи на данной территории был разбит парк, и получил он ранее название детский парк имени Дзержинского. В 1985 году парк был реконструирован, ну и одновременно получил свое название как фестивальный. В 2000 году префектурой Центрального административного округа была проведена вторая реконструкция, далее последовали еще обновления. Ну и вот так вот он сегодня выглядит. Вы будете наблюдать за видеорядом, смотреть, что в нем в настоящий момент происходит, как его окультуривают, поддерживают, содержат. Ну а я вам немножечко расскажу, что же внутри парка есть. Парк располагает четырехзальным спортивно-оздоровительным комплексом площадью более 1500 квадратных метров. Есть оранжерея, манеж, конюшня, площадки для стритбола, волейбола, двумя теннисными кортами может похвастаться данный парк. Добавился к нему еще один, есть корты, есть детские игровые площадки, ну и многое другое. Каждый год в спортивных секциях и объединениях парка занимаются тысячи детей, подростков. Кроме того, здесь проходят праздники Мещанского района Центрального административного округа, ну а также городские, российские, международные соревнования по таким видам спорта, как КПР, карате, стритбол. Всего парк насчитывает 43 объединения, среди которых и большой теннис, и основы боевых искусств, футбол, бадминтон, выездка, ритмика и хореография. То есть также есть художественная графика, атлетическая гимнастика, баскетбол и другие. Зимой вокруг парка по вот данным дорожкам прокладывается лыжная трасса, можно позаниматься зимними видами спорта. Также есть благоустроенные площадки для выгула собак. Вот вы видите закрытые территории, все закрывается под замком, то есть придя со своим питомцем, вы можете смело закрыться, выбрать ту или иную площадку. Их, напомню, здесь несколько. И вот как раз открытая калитка. Заходите, закрываетесь и спускаете своего питомца для того, чтобы он смог позаниматься, побегать. Заметьте, что площадки немалые, поэтому разделенные для того, чтобы собаки не конфликтовали, и все достаточно удобно. Более того, есть карабины, на которые вы можете привязать своего питомца, ну и отправиться, например, по нужде. Многие задают вопросы, спрашивают, есть ли в парках туалеты. Да, они есть. Вот как раз вы видите основное здание. Оно в настоящий момент реставрируется, там ведутся какие-то ремонтные работы, ну и также, чтобы вы не испытывали какой-то дискомфорт и неудобства, выведены кабинки для того, чтобы вы могли ими воспользоваться. На территории парка есть для наших маленьких друзей площадки с соответствующим покрытием. Мы уже с вами многое где посмотрели на канале. Разные есть зарисовки из разных районов и парков, и, как правило, вот такое покрытие, такие силовые тренажеры, песочницы, детские какие-то стенды или какие-то снаряды, вот они расположены вот на таких современных дорожках, которые
не дадут вашему ребенку травмироваться, испачкаться, ну и получить какой-то дискомфорт. Приятный для ходьбы, приятный на ощупь, также побегать безопасно, ну и разные виды времяпровождения, тарзанки, качели, карусели, все это, конечно же, здесь присутствует, как и в многих других парках. Прекрасные виды, прекрасно поддерживается парк, горки, дорожки, лазилки, все это, конечно же, имеется. Совершенно замечательная природа. Подсеиваются газоны для того, чтобы были в более обновленном зеленом виде, чтобы никто это не вытаптывал. Как вы заметили, что убрали все ограждения, заборчики, для того, чтобы люди не ходили по газонам и не вытаптывали их, как вот было ранее сделано, потому как чем больше дорожек, чем больше внимания уделено зеленым зонам, на которых мы с вами находимся, тем меньше хочется ступать за пределы дорожек вот таких прекрасных, разноцветных, веселых, и больше хочется уделять внимание поддержке той самой природы, оценивать и поддерживать труд тех людей, которые содержат все в таком прекрасном состоянии. Ну и, конечно же, поддерживать, не мусорить, а наоборот заботиться о том, чтобы было комфортно, уютно и приятно прогуливаться как вам, так и детям, ну и тем, с кем вы сюда пришли. Конечно же, многое будет еще добавлено в парке. Постоянно какие-то происходят обновления, что-то подсаживается, что-то стригут. Даже и в настоящее время, в момент записи, многие повстречались службы, мне в том числе и газонные, со соответствующей техникой. Но высокую оценку ставлю за содержание данного места. Очень комфортно, очень уютно. Постоянно проезжает техника, поливают дорожки. И вот погода сыграла в дополнение свою какую-то роль. В большей степени разукрасила, поддала каких-то ярких, сочных красок для того, чтобы сюжет получился насыщенным, красивым и интересным. По всему парку разбросаны скамеечки, лавочки, урночки, есть открытая веранда для проведения массовых мероприятий, соответствующая площадь. Кругом дети катаются на самокатах, на велосипедах, на различных электротранспорте. Вот вы видите, как раз проходит техника, поливает дорожки. И как вы заметили, что все чище и чище становится в городе. Это очень приятно, и наверное, на сегодняшний момент модно стало не бросать бумажки, а наоборот пользоваться теми самыми урнами, теми самыми специальными местами для того, чтобы не сорить, а наоборот поддерживать работу, труд как администрации, так и той большой команды, которая приводит все вот в такой красивый вид. Тренажеры силовые, турники, многое другое. Все это, конечно же, в окружении, в разных цветах. Настольный теннис, стационарные столы. Вы можете в любое время прийти и поиграть. Всего лишь вам понадобится ракетка и шарик. Все остальное, все здесь присутствует. Есть освещение дорожек. В вечернее время суток работает освещение. Ну и обратите внимание, в каком состоянии, как красиво оформлены площадки для волейбола. Также есть медицинские, скажем так, пункты для того, чтобы вы могли проверить свое здоровье. Буквально менее чем за час проверят вас целиком, сделают диагностику, пока ваши дети или знакомые будут заниматься каким-то активным спортом. Ну и в возникновении каких-то случаев всегда можно обратиться, помогут. Обратите внимание, с какой любовью, с какой душой оформлены спортивные площадки. Большое спасибо известной компании, которая здесь представлена, за такой подарок для молодежи. Очень красиво, очень стильно, и
на мой взгляд, это даст большую фору тем самым западным площадкам, которые мы привыкли видеть в телевизоре. Я рад, что в моем городе все больше и больше уделяется внимания и спорту, и району, и вот таким прекрасным местам для молодежи, для семейных пар, для детей. Вот вкладывается очень много сил, внимания и труда для того, чтобы все радовало глаз, для того, чтобы людям было есть где поиграть, есть чем заняться, есть как провести свое время, насладиться всеми видами. И клумбочки, газончики, все приведено в очень хорошем состоянии, действительно радует глаз. Приходят пожилые люди, занимаются гимнастикой, бесплатно для них проводятся специальные мероприятия оздоровительные. Чуть-чуть я не успел на одну из такой, и как раз вот там, где открытая веранда, сцена уличная была, там было очень много людей преклонного возраста, пенсионеров, которые с утра вот проводили чуть ли не с палочками и костылями оздоровительные процедуры. И вот так вот все расположено практически вдоль третьего транспортного кольца, где очень сложная развязка. Часть проходит сверху, часть проходит внизу, насыщенное движение. Конечно же, в отсутствие погоды летит грязь, но все это отмывается. И даже сейчас, в настоящий момент, я записываю ролик. Буквально неделю поливал дождь, и вы видите, что все в любом случае находится в хорошем состоянии. Проходят выставки, работы. В данном случае представлен городской транспорт, различные мероприятия, выставки. Присутствуют в разных парках. Спортивный комплекс оздоровительный. Вы видите его, очень красиво оформленный. Дорожки, стенды с современным транспортом. Также с левой стороны вы видите здание, которое проходит реконструкцию и в скором времени будет также выглядеть шикарно, как и это здание. Большое удовольствие наслаждаться вот тем, что когда-то у нас было забыто. Есть теннисные корты, все они закрытые, для того, чтобы мячик не улетал, чтобы вас ничего не тревожило и не отвлекало. Ну, давайте пройдем на одну из территорий и посмотрим, в каком все прекрасном состоянии. Сетки натянуты, обратите внимание, всегда придя в подобное место, вы найдете свободное поле. Вот вы видите, в каком шикарном состоянии все. Постоянно это под вниманием, заботой, как я уже говорил, и это только все радует глаз. Ну и обратите внимание, что в округе жилой сектор. Вот данные места, они как раз позволяют приходить людям заниматься и активным видом спорта, и приводить детей для того, чтобы они были в безопасности. Также здесь присутствует керлинг-центр, вы можете поиграть, посоревноваться, записаться в секцию, ну и многое-многое другое, в том же числе и получить удовольствие в прогулках и времяпровождении таких мест. Рядом расположен Екатерининский парк и много другое. Но во всех этих местах мы с вами побывали. Я приложу эти сюжеты, вы можете нажать на них и провалиться, посмотреть, что происходит в округе. Но я буду завершать свой сюжет. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии, ну и переходите на эти ссылки, которые вы видите. Ну а пока.